Уважаемые участники заседания, вы видите, мы все видим, как стремительно меняется мир, обстановка в мире. В этой связи я отмечу, что первые контакты с новой американской администрацией вселяют определенные надежды. Есть встречный настрой работать на восстановление межгосударственных отношений. Но постепенное решение колоссального объема накопившихся системных стратегических проблем в мировой архитектуре. А именно эти проблемы в свое время спровоцировали и украинские, и другие региональные кризисы. Важно, что наши сегодняшние партнеры демонстрируют прагматизм, реальный взгляд на вещи. Отказываются от многих стереотипов, так называемых правил и мессианских идеологических клише своих предшественников, которые, собственно, и привели к кризису всей системы международных отношений. Да, и, собственно говоря, мы с вами видим, это тоже начали разваливать изнутри само западное сообщество. Об этом говорят проблемы и в экономике многих западных стран, и во внутренней политике. Мы все это видим, особенно это ярко проявляется в ходе внутриполитических событий в этих странах. Сегодняшние динамичные изменения в международном ландшафте – это в огромной степени результат мужества и стойкости наших вооруженных сил, наших героев. Именно они своей доблестью, своими ежедневными победами создали условия для начала серьезного диалога. Диалога о фундаментальном решении и украинского, и других кризисов. В том числе, и, разумеется, мы всегда об этом говорим, никогда от этого не отказывались мирным путем. О создании такой системы, которая действительно обеспечит баланс и взаимный учет интересов. Система неделимой европейской и глобальной безопасности, причем на долгосрочную перспективу, когда безопасность одних не может обеспечена быть за счет или в ущерб безопасности других. И уже точно не за наш счет, не за счет России. Понимаем, что не всех устраивает возобновление российско-американских контактов. Часть западных элит по-прежнему настроена на сохранение нестабильности в мире. И эти силы будут пытаться сорвать или скомпрометировать начавшийся диалог. Мы это с вами видим. Нам нужно это учитывать и использовать все возможности дипломатии и специальных служб для срыва подобных попыток. А главное, как и прежде, нам важно твердо защищать свои национальные интересы, суверенитет, жизнь и свободу наших граждан от любых угроз.